Глава 1981. Вымогательство. Карманный павильон был местом, где высококлассные культиваторы встречались и обсуждали. Его владельцем был старейшина уровня интеграции тела в городе Глубокого Неба, поэтому никто не осмелился создать какие-либо проблемы в павильоне. Таким образом, у павильона всегда была хорошая репутация среди культиваторов города Глубокого Неба. Многие культиваторы брали в аренду определенный уровень павильона, если они проводили небольшой съезд по обмену или обсуждали какие-то секретные вопросы, и репутация павильона устраивала всех. После долгого полета впереди появился густой лес площадью более сотни акров. В центре леса стояли 4 павильона, один большой и 3 маленьких. Самый большой павильон был более 10 тысяч футов в высоту и не уступал по высоте каменным пагодам города Глубокого Неба. Даже 3 меньших павильона были высотой от 3 до 4 тысяч футов, представляя собой довольно величественное зрелище. Выражение лица Хань Ли не изменилось при виде этих павильонов, но он ускорился примерно вдвое. В этот момент у входа на первый уровень самого высокого павильона стояло несколько культиваторов зарождающейся души в желтых одеждах, которые праздно болтали между собой. Внезапно перед их глазами мелькнуло пятно, и что-то, казалось, прошло мимо них и вошло в павильон. Стражники, естественно, очень встревожились, увидев это, и поспешно повернулись к входу, в то время как один из них тут же призвал вызывающий тревогу талисман. Именно в этот момент из подъезда раздался холодный хлопок, а изнутри прокатился мощный порыв духовного давления. Воздух вокруг охранников моментально сжался, и они были полностью обездвижены. Только тогда они мельком увидели фигуру в лазурных одеждах, появившуюся в зале на первом этаже павильона. Несмотря на то, что он стоял к ним спиной, духовное давление, исходящее от тела фигуры в лазурных одеждах, было для них совершенно непостижимым, и пот начал струиться по их лицам. «Не поднимайте тревогу, я здесь из-за друга. Как только я найду человека, которого ищу, я уйду», сказала лазурная фигура спокойным, но неумолимым голосом. В следующее мгновение лазурная фигура расплылась и растворилась в воздухе, полностью игнорируя ограничения павильона. Как только он исчез, огромное духовное давление рассеялось, и все охранники вновь обрели подвижность. Кто это был? Как он посмел ворваться прямо в карманный павильон происхождения? Он что, не знает, кто владелец павильона? В ярости закричал молодой охранник, как только освободился. Другие охранники ничего не сказали, но выражение их лиц тоже было крайне мрачным. Ты должен закрыть рот, если не хочешь умереть. Вдруг тихим голосом вмешался синеволосый пожилой мужчина, перебивая молодого охранника. Услышав это, молодой охранник слегка запнулся, прежде чем повернуться к пожилому человеку. Что вы имеете в виду под этим предупреждением? Вы знаете, кто это был? Да. Все вы только недавно присоединились к этому павильону, поэтому неудивительно, что вы его не узнаете. Его могучая база превосходит даже базу владельца павильона, сказал пожилой мужчина мрачным голосом. Что? Культиватор стадии интеграции тела. Услышав это, все остальные охранники резко перевели дух, а молодой охранник, который только что говорил, мгновенно побледнел. Для культиватора средней интеграции тела убить их будет не намного сложнее, чем раздавить муравья. Если бы он был из тех, кто таит обиду. Спина юного охранника уже промокла от холодного пота. Внезапно одному из охранников пришла в голову мысль, и он воскликнул. Старший с уровнем интеграции тела с фамилией Хань? Может ли это быть? Хе-хе, верно, он никто иной, как старший Хань, который, по слухам, погиб 2 года назад. Учитывая, что он появился здесь, все эти слухи явно ложны, подтвердил пожилой мужчина, кивнув. Я чувствовал мощную зловещую ауру, исходящую от его тела. Не похоже, чтобы у него были очень мирные намерения. Он действительно здесь, чтобы найти друга. Если что-то случится, репутация павильона будет подорвана, пробормотал молодой охранник. Услышав это, в глазах у всех снова промелькнул страх. У нас нет власти диктовать, что здесь следует делать старшему Ханю. Даже если он полностью разрушит карманный павильон происхождения, владелец павильона не возложит вину на нас. Правила павильона применяются только к обычным культиваторам, вы не можете ожидать, что их будут навязать их кому-то вроде старшего Ханя. Усмехнулся синеволосый пожилой человек, прежде чем замолчать. Все остальные охранники кивнули в знак согласия и больше не обсуждали этот вопрос, считая, что этого никогда не было. Только тот молодой охранник был еще явно очень обеспокоен и изредка заглядывал в павильон через вход. Между тем, на уровне павильона, который был запечатан многими слоями ограничений, 7 или 8 человек сидели вокруг женщины в белом халате и, казалось, пытались ее в чем-то убедить. У женщины в белом одеянии была светлая, как снег, кожа и красивые черты лица, но выражение ее лица было чрезвычайно холодным. Это была никто иная, как ледяной феникс. Прибыв сюда, она обнаружила, что никакой конвенции по обмену не происходит.
Она сразу почувствовала, что что-то не так, и попыталась уйти, но попала в ловушку из-за ограничений на этом уровне павильона. Сразу после этого люди, присутствовавшие на собрании, по очереди пытались убедить и принудить ее. Все они явно были подкуплены лазурным драконом. Если подумать, ты ледяной феникс, так что у тебя есть какая-то родственная связь с расой черного феникса. Но мы не можем понять, почему ты отвергаешь общение между тобой и старшим лазурным драконом в течение этого периода времени. Если бы ты продолжишь так упорствовать, терпение старшего лазурного дракона в конце концов иссякнет. С его способностями стадии интеграции среднего тела ты была бы совершенно бессильно сопротивляться, если бы он попытался взять тебя силой, так что ты можешь просто согласиться. Сила и статус старшего лазурного дракона ни в малейшей степени не уступают этому ханьскому отродью, так зачем продолжать сопротивляться? Говорила юная красавица в черном платье. Это была никто иная, как Сяохун из расы Черного Феникса. После того, как монарх демонов Черного Феникса заставил ее уйти в уединение на некоторое время, она, похоже, добилась значительных успехов в своей базе совершенствования. Остальная часть группы состояла из других людей и демонических существ, все из которых были знакомы с Ледяным Фениксом, и все они пытались убедить ее в одном и том же. После начала дьявольской скорби граница между людьми и демонами в городе уже была стерта, поэтому обе стороны могли свободно появляться в любой части города. Тем не менее, большинство обычных существ не отклонятся от назначенной им области без уважительной причины, и только существа высокого уровня могли регулярно пересекать обе области. Все демонические существа в этой группе были культиваторами пространственной закалки, поэтому они, естественно, имели право появляться здесь. Однако подходы, которые они применяли для убеждения, действительно не отличались особой изобретательностью. Они просто болтали об одном и том же, рассказывая о том, что мастер Лазурный Дракон был культиватором интеграции тела, и что бесчисленные женщины-культиваторы в городе были бы на седьмом небе от счастья, если бы мастер Лазурный Дракон выбрал их в качестве партнера для двойного совершенствования. Однако, независимо от того, что они говорили, Ледяной Феникс хранила полное молчание, а ее ледяной взгляд создавал впечатление, будто она пыталась заморозить противоположную стену. Брови Сяохун нахмурились, увидев это, и через некоторое время в ее глазах появился холодный взгляд, когда она сказала: «Мы сказали все, что должны были сказать. Пришло время вынести нам вердикт. Ты будешь заниматься двойным совершенствованием со старшим лазурным драконом». Казалось, что она была лидером группы уговоров. Наконец Ледяной Феникс ответила, но ее слова были остры, как кинжалы. «Я не соглашусь с этим, что бы вы ни говорили. Если подумать, я нахожу это довольно странным. Как член нашей расы демонов, разве ты не должна знать, что заниматься двойным совершенствованием с людьми строго запрещено в нашей расе? Ты не боишься, что монарх демонов Черного Феникса накажет тебя за попытку принудить меня сойтись с мастером Лазурным Драконом в такой вопиющей манере?» Сяохун слегка изменилась, когда она услышала это, но выражение ее лица быстро вернулось к норме, когда она усмехнулась. Как глупо с моей стороны забыть упомянуть об этом. Старший лазурный дракон обладает демонической родословной, поэтому он полудемон. Он решил остаться в человеческой расе и в конце концов стал великим старейшиной секты Девяти Звезд. Таким образом, меня это совсем не беспокоит. Кроме того, даже если бы старший лазурный дракон не был полудемоном, то люди и демоны сейчас должны объединиться против дьявольской армии, так что монархи демонов и старейшины стадии интеграции тела в любом случае закроют на это глаза. Твой ответ был довольно разочаровывающим. Ты не оставляешь мне выбора, кроме как поручить твое подчинение кому-то еще. Кому-то еще. Услышав это, лицо Ледяного Феникса сразу же побледнело, и она, казалось, уже догадалась, кого имеет в виду Сяохун. Конечно же, Сяохун немедленно встала на ноги, прежде чем почтительно повернуться к одной из боковых дверей зала. «Старший лазурный дракон, мы сделали все, что в наших силах, но, похоже, вам придется лично убедить Даоса Ледяного Феникса». «Понятно. Похоже, мне придется самому приручить этого непослушного маленького Ледяного Феникса, хотя мне очень не хочется прибегать к чему-то подобному». Из-за двери раздался мужской голос, после чего дверь отворилась, и в комнату неторопливо вошел мужчина в парчевой мантии. Глава 1982. Ярость. На вид мужчине было около 40 лет, и он имел очень авторитетный вид. В руке он держал толстую белую книгу, и это был никто иной, как мастер Лазурный Дракон. «Вы должны знать, что не сможете получить то, что хотите, если заставите меня подчиниться против моей воли. Кроме того, вас не беспокоит, что подумают другие старшие в городе?» Холодно спросила Ледяной Феникс. «Если бы вы сказали это несколько дней назад, возможно, я бы немного обеспокоился, но сейчас я уже развил новую способность, которая заставит вас охотно подчиняться мне. Что касается других даосов из города Глубокого Неба, не возлагайте на них свою надежду. Я уже официально присоединился к городу Глубокого Неба и вчера стал старейшиной.
Как вы думаете, совет старейшин повернется против меня, предпочтя кого-то, кто уже мертв? Мастер Лазурный Дракон ответил холодным голосом, полностью избавляясь от всякого подобия сердечности. Выражение лица Ледяного Феникса слегка изменилось, когда она услышала это, и она слабо вздохнула, прежде чем внезапно поднять нефритовую чашу в руке, а затем взмахнуть ею в воздухе, как молния. Мгновенно появился белый пространственный разлом, и она тут же исчезла в разломе. Все произошло слишком быстро, чтобы Сяо Хун и ее группа успели вовремя среагировать, а когда они попытались ее остановить, было уже слишком поздно. Однако выражение лица мастера Лазурного Дракона не изменилось, когда он осторожно размахивал своей белой книгой. Вспыхнул серебряный свет, и из книги появилась древняя серебряная руна, которая увеличилась до размеров человеческой головы и уплыла туда, где только что исчезла пространственная трещина. Раздался мощный грохот, и серебряная руна взорвалась, после чего пространство там раскололось, как лист стекла. Раздался приглушенный стон, когда ледяной феникс вывалилась прямо из воздуха. И только сделав несколько шагов назад, она едва смогла выпрямиться. Затем она посмотрела на мастера Лазурного Дракона, и хотя выражение ее лица оставалось таким же холодным, как всегда, в ее глазах закрался намек на отчаяние. Если бы ты могла уйти прямо у меня под носом, тогда я буду писать свое имя наоборот. Итак, ты собираешься позволить этим даосам запечатать твою магическую силу, или ты собираешься заставить меня сделать это? Спросил мастер Лазурный Дракон с надменным выражением лица. Сяо Хун и остальные мгновенно окружили ее со всех сторон, и сердце Ледяного Феникса упало еще сильнее. Как только Сяо Хун собиралась начать действовать, в зале внезапно прозвучал холодный мужской голос. «А? И как же будет звучать твое имя, если написать его наоборот? Не мог бы ты дать мне словесную демонстрацию, даос Лазурный Дракон?» В то же время раздался оглушительный грохот, и дверь, плотно закрытая многочисленными ограничениями, внезапно взорвалась внутрь. Сразу же после этого в комнату хлынул сильный всплеск энергии, и два культиватора пространственной закалки, расположенные перед дверью, были подброшены в воздух, как пара мешков с песком, а затем тяжело врезались в противоположную стену. К несчастью для них, стена также была усилена ограничениями, и они не были столь могучими культиваторами, как Ханли, поэтому они были мгновенно нокаутированы. Казалось, что даже их зарождающиеся души потеряли сознание от удара. Вошедший даже не посмотрел в их сторону, хладнокровно разглядывая остальных присутствующих. Всех остальных это, естественно, очень встревожило, и они тут же бросились прочь от двери. Выражение лица мастера Лазурного Дракона также резко изменилось, когда он услышал этот голос, в то время как Ледяной Феникс немедленно повернулась ко входу с восторгом в глазах. Ужасающая аура, наполнившая комнату, рассеялась, и вошел молодой человек в лазурной мантии. Это был никто иной, как Ханли. «Брат Хань, наконец-то ты вернулся», — сказала Ледяной Феникс, когда на ее лице появился возбужденный румянец. Хань Ли кивнул в ответ и повернулся к Ледяному Фениксу со слабой улыбкой на лице. По пути я столкнулся с некоторыми проблемами, но, к счастью, мне удалось благополучно вернуться. После короткого момента паники мастер Лазурный Дракон немедленно пришел в себя, прежде чем заставить улыбнуться собственное лицо, когда он сказал: «Это действительно фантастическая новость, что ты смог сбежать от этого священного предка, брат Хань. Мы должны организовать праздник в честь твоего возвращения». Однако Хань Ли даже не взглянул на него. Вместо этого он совершенно бесстрастно повернулся к Сяо Хун, и его глаза были похожи на пару острых кинжалов. За исключением двух культиваторов, которые лежали без сознания на земле, все остальные культиваторы пространственной закалки сразу же побледнели. Даже те из них, кто никогда не встречал Ханли в прошлом, естественно поняли, кто он такой, и их сердца наполнились ужасом. Основная причина, по которой они согласились помочь мастеру Лазурному Дракону, заключалась в том, что он гарантировал им, что Ханли уже мертв. В противном случае они никогда бы не осмелились вмешиваться в нечто подобное. Как оказалось, Хань Ли не только не был мертв, он поймал их с поличным, и доказательства их причастности были совершенно неопровержимы. «С возвращением в город, старший Хань, мой господин». Крепкий мужчина с довольно грубой внешностью сложил кулак в приветствии, приближаясь к Хань Ли, но Хань Ли просто махнул ему рукавом, и тот тут же был отправлен в полет, прежде чем также врезаться в противоположную сторону. Затем он рухнул на землю и изрыгнул полный рот крови, не в силах снова встать. Все поспешно обратили внимание на него и обнаружили большую дыру в передней части его мантии, обнажая гладкие серебряные доспехи. Доспехи, казалось, остались совершенно невредимыми, но в следующее мгновение раздался хрустящий треск, и комплект доспехов разлетелся на куски, которые упали на землю вокруг него. Небрежно выглядящая атака Хань Ли не только серьезно ранила человека, но даже уничтожила сокровища доспехов, которые он носил. Это заставило сердце культиваторов пространственной закалки упасть еще больше, и они почувствовали себя так, как будто их погрузили в яму с ледяной водой.
Веки мастера лазурного дракона слегка дернулись, увидев это, но, вспомнив, как Хань Ли однажды столкнулся с несколькими существами на стадии интеграции тела, он не смог набраться смелости, чтобы напрямую противостоять Хань Ли. «Брат Хань, вы только что напали на уважаемого ученика старейшины Гоу из Совета старейшин. Боюсь, вам придется дать старейшине Гоу объяснение этому», — сказал он, неловко откашлявшись. «Зачем мне что-то ему объяснять? Если у старейшины Гоу есть проблемы, он может прийти ко мне. Говоря об объяснениях, я считаю, что вы должны дать их мне». Холодно усмехнулся Хань Ли, не показывая никакого намерения упустить этот вопрос. Вместо того, чтобы пытаться аргументировать свою позицию, мастер Лазурный Дракон признался. «Я не хотел, чтобы все было так. Я думал, что вы уже скончались, поэтому я хотел взять Даоса Ледяного Феникса для себя. Видя, что вы живы и здоровы, я обязательно навещу вас позже, чтобы принести официальные извинения. Ты думаешь, что извинений будет достаточно? Я очень рисковал, отправляясь в Небесный город, чтобы помочь тебе, но ты решил отплатить мне именно так? И еще решился сделать это в моем городе, чтобы уважить меня?» Ледяным голосом спросил Хань Ли. Услышав это, мастер Лазурный Дракон начал выходить из себя, а также принял более агрессивную позицию. «Тогда чего вы хотите от меня? Вы хотите драться со мной? Конечно, я был бы счастлив выполнить эту просьбу. Ты осмелился попытаться превзойти мой авторитет, поэтому ты должен быть вполне уверен в своих силах. Позволь мне посмотреть, есть ли у тебя все необходимое, чтобы поддержать свои слова действиями». Хань Ли без колебаний холодно усмехнулся. Выражение лица мастера Лазурного Дракона еще больше помрачнело, когда он услышал это. Хань Ли не собирался тратить время на слово. Он взмахнул обоими рукавами по воздуху, и несколько десятков маленьких лазурных мечей в бешенстве метнулись вперед. В то же время из его тела вспыхнул золотой свет, и он выпустил всплеск удивительного духовного давления прямо на мастера Лазурного Дракона. Мастер Лазурный Дракон также больше не мог сдерживать свою ярость. Он поднял руку с разъяренным выражением лица, и белая книга, которую он держал, мгновенно раскрылась. Внутри книги вспыхнул духовный свет разных цветов, и казалось, что из нее вот-вот выйдут бесчисленные руны. Ся Хун и другие, естественно, были чрезвычайно встревожены таким поворотом событий, но они не осмеливались пытаться улизнуть, опасаясь навлечь на себя гнев Хань Ли. Таким образом, они могли лишь рассредоточиться по всему залу, чтобы уйти как можно дальше от двух культиваторов интеграции тела. Они знали, что это расстояние не давало им никакой безопасности перед лицом битвы между культиваторами интеграции тела, но оно давало им некоторое внутреннее утешение. Хань Ли совершенно не обращал внимания на то, что они делали, и пристально оценивал мастера Лазурного Дракона с холодным светом в глазах, когда он готовился раскрыть свое искусство меча. Прямо в этот момент полоса белого света влетела в зал, затем закружилась в воздухе, прежде чем приземлиться прямо между Хань Ли и мастером Лазурным Драконом. Затем из полосы белого света появилась улыбающаяся гуманоидная фигура. «Вы двое действительно планируете разрушить этот павильон старейшины ГУ, сражаясь здесь? Пожалуйста, сделайте мне одолжение и позвольте мне выступить посредником для вас двоих». Это был доброжелательный пожилой мужчина в золотой кашае. Это был никто иной, как буддийский монах Цзинь Юэ. Глава 1983. 3 атаки. «Давно не виделись, Цзинь Юэ. Ты хорошо себя чувствуешь?» Хань Ли полностью намеревался продолжить нападение, но пока он мог только силой подавить свою ярость. В конце концов, он был в относительно хороших отношениях с буддийским монахом Цзинь Юэ, так что он не мог просто не обращать на него никакого внимания. Мастер Лазурный Дракон, естественно, очень обрадовался, увидев прибытие буддийского монаха Цзинь Юэ. Он прекрасно знал, насколько грозным был Хань Ли, поэтому, естественно, хотел избежать битвы. Просто Хань Ли оскорблял его перед этими младшими, поэтому ему приходилось защищать свою гордость и репутацию. Он сразу же сложил кулак, вежливо приветствуя монаха, и сказал: «Простите меня за то, что я не вышел поприветствовать вас, уважаемый даос Цзинь Юэ. Я получил известие о том, что уважаемый даос Хань вернулся в город, поэтому я немедленно отправился сюда. К счастью, мне удалось добраться сюда вовремя, прежде чем ситуация обострилась еще больше. На моем пути сюда я встретил пару своих коллег, так что они тоже должны прибыть в ближайшее время. Пожалуйста, позвольте нам троим уладить этот конфликт, ведь мы находимся в эпицентре дьявольской скорби, и вы оба являетесь могущественными существами высшего класса города. Так что любой конфликт между вами двумя может повлиять на внутреннюю стабильность города, не так ли, уважаемый даос Гоу?» Буддийский монах Цзинь Юэ внезапно повернулся к входу в зал с многозначительным выражением лица. «Я действительно должен поблагодарить вас, уважаемый даос Цзинь Юэ.
Если бы вы не вмешались, возможно, мой карманный павильон происхождения перестал бы существовать с этого дня. Раздался взрыв сердечного смеха, после чего за дверью без всякого предупреждения появилась серая гуманоидная фигура. Это был пожилой мужчина в серой мантии со смуглым лицом. Уважаемый Даос Гэу. Хань Ли сразу же смог опознать в этом человеке владельца карманного павильона происхождения, с которым он встречался ранее несколько раз. Здорово видеть, что вы благополучно вернулись, уважаемый Даос Хань. Вы должны навестить меня, когда у вас будет свободное время. Мне действительно очень интересно узнать, как вам удалось сбежать от священного предка, с улыбкой сказал мужчина в сером. Несмотря на то, что он встречался с Хань Ли всего несколько раз, он разговаривал с Хань Ли, как будто они были старыми друзьями. Вы слишком высоко отзываетесь обо мне, брат Гэу. Я только сбежал от клона испуганного предка. Если бы истинное тело священного предка преследовало меня, я бы ни за что не смог сбежать, объяснил Хань Ли с кривой улыбкой. Тем не менее, то, что вы смогли сбежать от клона священного предка, брат Хань, по-прежнему является свидетельством вашей могучей силы, возразил мужчина в сером, покачав головой. Хань Ли, естественно, не собирался дальше спорить по этому поводу и просто улыбнулся, прежде чем повернуться к буддийскому монаху Цзинь Юэ. Кто другой даос, о котором вы говорили, кроме брата Гоу и даоса Цзинь Юэ? Хе-хе, будьте уверены, уважаемый даос Хань — это ваш знакомый, с улыбкой сказал буддийский монах Цзинь Юэ. Мой знакомый. Услышав это, глаза Хань Ли слегка сузились, и в его голове мгновенно возник определенный человек. Мастер Лазурный Дракон откашлялся и уже собирался что-то сказать, когда снаружи внезапно вспыхнул серебряный свет. Полоса серебряного света ворвалась в зал, затем исчезла, открыв женщину в серебряном одеянии. Женщина была никем иным, как феей Серебряной Луной, и при виде Хань Ли на ее лице сразу же появилось приподнятое выражение. «Брат Хань, твои силы снова значительно возросли. Я должна тебя поздравить. После битвы в Небесном городе меня преследовал Дьявольский лорд, и я столкнулась с некоторыми дополнительными неожиданными проблемами, поэтому я только недавно вернулась в город». Хань Ли немного запнулся, прежде чем на его лице появилась улыбка. «Давно не виделись, фея Серебряная Луна. Хорошо, раз уж все собрались, давайте все сядем и обсудим насущный вопрос, сказал буддийский монах Цзинь Юэ. Вы просите меня сесть с Даосом Лазурным Драконом. Я отклоню ваше предложение. Я не заинтересован в том, чтобы тратить время на таких, как он, сказал Хань Ли с холодным выражением лица. Выражение лица мастера Лазурного Дракона еще больше помрачнело, когда он услышал это. Как ты смеешь меня так оскорблять? Если хочешь драки, то я дам тебе драку. Закричал он яростным голосом, переходя с уважительного «вы» на оскорбительное «ты». Я более чем счастлив слышать такое. Хань Ли ответил без колебаний, и лазурный свет вспыхнул на его теле, когда он приготовился возобновить битву. Подождите, уважаемые даосы. Внемлите глазу благоразумия. Пожалуйста, послушайте, что я хочу сказать. Уважаемая даос Серебряная Луна может не знать подробностей, стоящих за этим, но уважаемый даос Гоу и я оба знаем о том, что происходит. Армия недавно увеличила интенсивность своих нападений на город, поэтому у нас не было возможности вмешаться. Если подумать, мы действительно должны извиниться перед вами, коллега даос Ледяной Феникс, поспешно сказал буддийский мастер Цзинь Юэ извиняющимся тоном. Ледяной Феникс действительно была недовольна тем, что мощный культиватор, уважаемый старейшина города Глубокого Неба и буддийский монах Цзинь Юэ, как и другие старейшины города, не выказывал никакого возмущения и попустительствовал мерзким поползновениям мастера Лазурного Дракона. Хотя все верхушки города были в курсе, что в их почтенном городе творится натуральное насилие, которое должно вот-вот перерасти в то, что уважаемую леди Ледяной Феникс сделают наложницей против ее воли. Но она сдержала гнев и вместо этого уважительно ответила. За этим стоит Лазурный Дракон. Это не имеет ничего общего с тобой или кем-либо еще, старший. Буддийский монах Цзинь Юэ покачал головой и серьезно ответил. Возможно, я не несу за это прямой ответственности, но как старейшина города Глубокого Неба я, конечно, не могу избавиться от всей ответственности. Однако, Лазурный Дракон теперь также является старейшиной города. Я надеюсь, что вы можете оставить все как есть, брат Хань. В конце концов, если благодетель Лазурный Дракон действительно сделал что-то не так, то надо принять во внимание, что он не причинил никакого вреда уважаемому даосу Ледяному Фениксу. Как насчет того, чтобы заставить даоса Лазурного Дракона предложить некоторые камни духа феи Ледяного Феникса в качестве компенсации? Как вы думаете, мне понадобятся камни духа? Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это. Конечно, вам не понадобятся камни духа. Но я уверен, что они будут очень кстати для уважаемого даоса Ледяного Феникса. Конечно, если у вас есть какие-то другие условия, вы также можете указать их, сказал буддийский монах Цзинь Юэ.
Немного подумав над этим предложением, Хань Ли не дал немедленного ответа. Вместо этого он повернулся к двум другим старейшинам стадии интеграции тела и спросил. «Брат Гэу, фея Серебряной Луны, что вы думаете по этому поводу?» Обычно я не стал бы высказывать свое мнение о чем-то подобном, но перед лицом давления, оказываемого на город дьявольской армией, я также надеюсь, что вы двое сможете отложить в сторону свои разногласия, чтобы обеспечить внутреннюю сплоченность. Прошу понять, что сохранение города от разрушения сейчас самое главное. Несколько двусмысленно ответил старейшина Гау. Хань Ли никак не отреагировал на эту хитрость, когда повернулся к фее Серебряной Луны. Я только недавно вернулась в город, но у меня есть кое-что сказать по этому поводу. Я также думаю, что Даос Лазурный Дракон зашел слишком далеко. Однако каждый культиватор интеграции тела является чрезвычайно ценным ресурсом для города, поэтому я тоже не хочу видеть битву между вами двумя. Сказав это, я не думаю, что одних духовных камней будет достаточно в качестве компенсации. Я предлагаю Даосу Лазурному Дракону предложить Даосу Ледяному Фениксу некоторые дополнительные сокровища или материалы, которые ей требуются, предложила фея Серебряной Луны, и было совершенно ясно, что она принимает сторону Хань Ли. Хм. Значит, вы все трое убеждены, что я здесь не прав? Холодно хмыкнул мастер Лазурный Дракон. Я уверен, что вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, виноваты ли вы. Вы собираетесь заставить нас найти улики против вас? Если да, то у нас есть кое-что прямо здесь. Выражение лица буддийского монаха Цзинь Юэ также слегка помрачнело, когда он спокойно повернулся к группе Сяохун. Услышав это, Сяохун и остальные опустили головы и не осмелились ответить. Наконец, Хань Ли повернулся к Ледяному Фениксу и спросил. «Что ты думаешь, Ледяной Феникс? С таким количеством старших я не вправе что-то говорить». «Я позволю тебе принять решение, брат Хань», — ответила Ледяной Феникс, хотя в душе она страстно желала, чтобы Хань Ли потребовала отдать ему Лазурного Дракона в наложницы, чтобы он драл его морщинистую задницу с утра до поздней ночи, а потом еще с поздней ночи до утра. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он на мгновение задумался, прежде чем продолжить. «В таком случае, отложив в сторону вышеупомянутые камни духа и сокровища, у меня есть еще одно условие. Если он согласится, то я пока оставлю все как есть. Каково ваше условие, уважаемый Даос Хань?» — спросил буддийский монах Цзинь Юэ. «Все очень просто. Я не могу сказать, что купаюсь в богатстве, но я определенно не скучаю по камням духа и сокровищам. Мое условие, если Даос Лазурный Дракон выдержит 3 моих атаки, не уклонившись, то я оставлю все как есть», — сказал Хань Ли, и в его глазах мелькнул холодный взгляд. «Что? Ты все еще хочешь драться, брат Хань?» Буддийский монах Цзинь Юэ был весьма встревожен, услышав это. «Это не драка. Я только прошу его принять от меня 3 атаки». «Я думаю, было бы более уместно назвать это спаррингом», — равнодушно возразил Хань Ли. Обсудив это с феей Серебряной Луны и старейшиной Гэу в течение короткого времени, буддийский монах Цзинь Юэ повернулся к Даосу Лазурному Дракону. «Что ты думаешь об этом?» Мастер Лазурный Дракон на мгновение заколебался, прежде чем осторожно спросить. «Разрешено ли использование сокровища? Такие культиваторы, как ты и я, сильно полагаются на наши сокровища, поэтому их использование, естественно, разрешено. В чем проблема? 3 атаки от меня», — спросил Хань Ли с ноткой насмешки в голосе. Мастер Лазурный Дракон на мгновение заколебался, прежде чем, наконец, холодно фыркнул. Не надо меня дразнить. Я согласен на твое условие. Как и сказал Хань Ли, если он не выдержит 3 атаки другого культиватора с той же базы культивирования, то его репутация в городе Глубокого Неба будет сметена с лица земли. Хорошо. Поскольку у вас тоже нет возражений, давайте найдем место и решим этот вопрос как можно быстрее. «Я не хочу тратить больше времени, чем необходимо, на что-то подобное», — холодно сказал Хань Ли, глядя ему в глаза. «Конечно, вы выбираете место». Мастер Лазурный Дракон ответил без колебаний. Глава 1984. Небесная биполярная формация. «Здесь должно быть специальное место для спаррингов, верно, уважаемый Даос Гау?» — спросил Хань Ли, повернувшись к пожилому человеку в серой мантии. «Конечно. В нашем карманном павильоне Истока есть личное пространство, установленное в пространственном разломе. Даже битва культиваторов на стадии интеграции тела в разломе не повлияет на внешний мир, поэтому он идеально подходит для проведения вашего спарринг-матча», — ответил старейшина Гау. Веки буддийского монаха Цзинь Юэ слегка дернулись в ответ на только что заключенное соглашение о 3 атаках.
все старейшины города слышали от феи Серебряной Луны, что Хань Ли был намного сильнее, чем культиваторы той же базы культивирования, и даже сумел последовательно убить нескольких дьявольских лордов, но если это были только 3 атаки, то мастер Лазурный Дракон должен справиться с этим. В противном случае можно было бы только сказать, что мастер Лазурный Дракон был далеко не таким могущественным, как предполагала его репутация, и группе старейшин не нужно было бы продолжать защищать его, рискуя оскорбить Хань Ли. Обдумав все это, буддийский монах Цзинь Юэ снова попробовал свои силы в убеждении, но смог сдаться только с кривой улыбкой, когда его усилия не принесли плодов. Что касается феи Серебряной Луны и старейшины ГУ, то первая была на стороне Хань Ли, в то время как другой не хотел оскорблять ни одну из сторон, поэтому они, естественно, тоже не возражали. Таким образом, старейшина ГУ вывел их из зала. Однако перед уходом Хань Ли внезапно повернулся к Сяо Хун и остальным и сказал холодным голосом: «Если я не увижу вас в своей обители завтра в это же время, хе-хе, я уверен, что вы знаете последствия, которые ждут всех вас». После этого он вышел из зала, и никто из группы Сяо Хуна не осмелился что-либо сказать в ответ. Что касается буддийского монаха Цзинь Юэ и других, то они просто притворились, что ничего не слышали, и даже не взглянули на группу Сяо Хун, прежде чем уйти. Перед уходом мастер Лазурного Дракона бросил на них невыразительный взгляд, но в итоге ничего не сказал. После ухода Хань Ли и остальных демонический культиватор с густым черным мехом по всему лицу немедленно повернулся к Сяо Хун с подавленным выражением лица. «Что нам делать, фея Сяо? Старший Лазурный Дракон, похоже, не собирается заступаться за нас. Это не то, о чем мы изначально договорились. Вы сказали нам, что старший Лазурный Дракон заверил вас, что старший Хань уже скончался и что старший Лазурный Дракон заступится за нас, так что никакого риска нет. Я полагаю, вы должны нам объяснить». Настойчиво вмешался другой человек-культиватор. Остальные молчали, но все они тоже смотрели на Сяо Хун. Ты думаешь, я могу быть освобождена от всего этого? Я просто передала обещание старшего Лазурного Дракона всем вам. Откуда мне знать, что он будет так настороженно относиться к старшему Ханю, что даже не осмеливается встать за нас? Хорошо, что у всех нас есть могущественные покровители, чтобы этот человек не мог просто убить нас на месте. «Завтра мы все обязательно будем наказаны», — рявкнула Сяо Хун. «Значит, ты хочешь сказать, что нам действительно нужно навестить старшего Ханя завтра?» Нерешительно сказал кто-то. Я предлагаю вам не пытаться убежать. Если вы это сделаете, у старшего Ханя действительно будет причина убить нас. Когда придет время, даже наши старшие не смогут нас защитить», — Сяо Хун холодно фыркнула. «Вы правы, уважаемый Дао Сяо. Старший Хань, скорее всего, уже внедрил духовные метки чувств в наше тело без нашего обнаружения, поэтому попытка сбежать будет сродни самоубийству. Кроме того, дьявольская армия уже окружила город глубокого неба. Так куда же мы можем даже пойти? Я предлагаю вам всем отложить любые забавные идеи, которые вы вынашиваете, и делать завтра, как приказал старший Хань», — сказал один из более зрелых культиваторов со вздохом, прежде чем уйти с обеспокоенным выражением лица. Остальная часть группы тоже не могла придумать никаких альтернатив, поэтому они могли уйти только в мрачной манере. Таким образом, Сяо Хун была единственной, кто остался в зале. Она долго сидела на своем месте, нахмурив брови, и выражение ее лица несколько раз менялось, когда она мысленно исследовала различные потенциальные альтернативы, но в конце концов она тоже топнула ногой и смиренно удалилась. Что же касается всех остальных, то все они вернулись либо для того, чтобы приготовить щедрые подарки, либо для того, чтобы найти своих покровителей. В этот момент старейшина Гоу уже привел Хань Ли и других в еще больший зал на самом высоком уровне павильона. Хань Ли в настоящее время оценивал небольшую формацию, которая была установлена прямо в центре зала, и старейшина Гоу направился к формации, прежде чем сделать ручную печать, чтобы наложить на нее несколько глубоких печатей заклинаний. Духовный свет, образованный заклинательными печатями, мгновенно исчез в формации, после чего формация активировалась с громким гудящим звуком. Только тогда старейшина Гоу с улыбкой повернулся ко всем остальным и сказал: «Мы можем добраться до места проведения спарринга через эту телепортационную формацию. Пожалуйста, следуйте за мной, уважаемые даосы». «Конечно», — ответил Хань Ли с улыбкой, прежде чем отправиться в центр строя. С его нынешним уровнем сил пространственного разлома было бы недостаточно, чтобы поймать его в ловушку, поэтому у него, естественно, не было запретов. Мастер Лазурный Дракон не хотел показывать свою слабость, и он также влетел в формацию в виде шара лазурного света. Буддийский монах Цзинь Юэ смиренно покачал головой, прежде чем последовать его примеру, а за ним последовала ледяной феникс, чьи брови были нахмурены. Старейшина Гоу и фея Серебряной Луны были последними, кто встал в ряд. И как только последний вошел, то первый сразу же сделал ручную печать. Пятицветный свет был мгновенно выпущен формацией, прежде чем окутать всех, и Хань Ли почувствовал, как его окружение расплывается, прежде чем он появился в незнакомом месте.
Он окинул взглядом окрестности и обнаружил, что это довольно большое пространство, занимающее несколько тысяч акров. Как и в случае со всеми пространственными разломами, область была окружена мутно-серыми пространственными стенами. В центре помещения находилась высокая платформа диаметром более 1000 футов, и от платформы исходил слабый духовный свет, ясно указывающий на то, что она была укреплена с помощью ограничений. Вокруг платформы стояло около дюжины каменных столбов, каждый из которых был более сотни футов высотой. На поверхности этих колонн были выгравированы чрезвычайно замысловатые узоры, а также в них были встроены первоклассные камни духа, что создавало довольно роскошное зрелище. Фея Серебряной Луны сразу же смогла идентифицировать формацию и воскликнула: «Это небесная биполярная формация. Вы, конечно, сделали большие инвестиции в это место, брат Гоу. С этой формацией действительно будет очень трудно для битвы на стадии интеграции тела, чтобы повлиять на внешний мир». На лице буддийского монаха Цзинь Юэ также появился намек на удивление. «Хе-хе, вы слишком добры, уважаемая даос Серебряная Луна. Время от времени мне нужно проверять некоторые способности и искусство совершенствования, поэтому я решил сделать это вложение», — старейшина Гоу говорил скромно, но в его глазах был намек на самодовольство. Хань Ли на мгновение оценила эту установку прищуренными глазами, прежде чем полететь на платформу в виде полосы лазурного света. Лазурный свет исчез в воздухе, и Хань Ли снова показался, прежде чем повернуться к мастеру лазурному дракону с холодным выражением лица. «Мне нужно пригласить вас на эту платформу, даос Лазурный дракон». Выражение лица мастера лазурного дракона потемнело, когда он холодно хмыкнул, и он резко шагнул вперед, на котором его тело было поднято в воздух взрывом лазурной ци. Он легко подплыл к платформе, а затем спустился на нее напротив Хань Ли. Увидев это, старейшина Гоу немедленно перевернул руку, чтобы достать серебряную нефритовую пластину, а затем бросил ее на платформу. Нефритовая пластина превратилась в серебряный шар света, который парил высоко в воздухе, и старейшина Гоу указал пальцем на него издалека, повторяя заклинание. Раздался грохочущий гул, и пронзительный свет извергся из камней духа, встроенных в каменные колонны. В то же время столб света вырвался из вершины каждой каменной колонны, прежде чем сойтись в серебряном шаре света. В следующее мгновение серебряный шар света взорвался, выпустив точки серебряного света, которые превратились в плотный световой барьер, окруживший всю платформу. Мало того, что световой барьер мерцал серебряным светом, из него вырывались бесчисленные белые руны, заливая всю каменную платформу таинственным белым сиянием. «Хорошо, ограничение готово, нас это не коснется, какой бы ожесточенной ни стала их битва», сказал старейшина Гоу, с улыбкой повернувшись к буддийскому монаху Цзинь Юэ. «Спасибо, уважаемый даос Гоу. Надеюсь, это будет не более чем случайный спарринг», обеспокоенно сказал буддийский монах Цзинь Юэ. «Будьте уверены, уважаемый даос, если это всего 3 атаки, то даос Лазурный дракон определенно сможет выдержать это. Я уверен, что они оба продемонстрируют свою истинную силу во время этого спарринг-матча. Я с нетерпением жду этого. В частности, я слышал, что уважаемый даос Хань убил нескольких дьявольских лордов. Я уверен, что он устроит для нас захватывающее зрелище», сказал старейшина Гоу со слабой улыбкой. Буддийский монах Цзинь Юэ в ответ только вздохнул. Что касается ледяного феникса, то она оценивала Хань Ли с обеспокоенным выражением лица. «Ты готов?» «Я иду», — Хань Ли сказал холодным голосом, когда от его тела начал исходить намек на зловещую ауру. Почти в тот же момент он сжал кулаки, и раздался громкий раскат грома. Золотые молнии вырвались из его рук, а затем сошлись, образовав пару угрожающих золотых молниеносных питонов, взмывших в воздух. Глава 1985. Сокрушение лазурного дракона. Божественная молния погибели дьявола. Я не культиватор дьявольского Даа, что эта молния сделает со мной? Мастер лазурный дракон холодно хмыкнул, подняв руку, и из книги, которую он держал, раздался ясный звенящий звук. Затем он превратился в пятицветный световой барьер перед ним, и сразу после этого он перевернул руки, чтобы вызвать пару гигантских кистей, одну золотую и одну серебряную, каждая из которых была около 10 футов в длину. Несмотря на то, что он говорил, он не смел относиться к Хань Ли с какой-либо самоуспокойностью и немедленно призвал свои связанные сокровища. Хань Ли оставался совершенно бесстрастным, взмахнув обоими рукавами по воздуху, чтобы выпустить 72 маленьких лазурных меча, которые затем объединились в один по его воле, чтобы сформировать гигантский лазурный меч длиной более 100 футов. Затем он указал на 2 золотых молниеносных питонов издалека. Раздался грохочущий удар грома, когда 2 питона резко набросились на гигантский меч, прежде чем исчезнуть в нем во вспышке. Гигантский лазурный меч мгновенно увеличился до размера более 1000 футов, и бесчисленные дуги золотых молний вырвались из него в безумии. Однако это было еще не все. Хань Ли посмотрел на огромный меч, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар серебряного пламени,
и как только он появился, серебряный огненный шар превратился в серебряного огненного ворона. Огненный ворон взмахнул крыльями и резко увеличился примерно до 10 футов в размере, прежде чем также полететь к массивному мечу, как летящая стрела. В следующее мгновение на поверхности всего гигантского меча появился слой серебряного пламени, после чего Хань Ли произнес слово «разрез». Как только его голос затих, массивный меч тут же обрушился на мастера лазурного дракона. Он спускался не очень быстро, но излучал обжигающую ауру, которая мгновенно раскалила пространство внизу до красна, как будто его подожгли. Выражение лица мастера лазурного дракона резко изменилось, когда он увидел это, и из кончиков его кистей вспыхнул яркий свет, после чего бесчисленные древние руны вырвались наружу в безумии. Все руны мерцали духовным светом, и они объединились в одно целое, прежде чем устремиться вверх в виде вспышки золотого и серебряного света. Раздался оглушающий удар грома, когда гигантский меч столкнулся с золотым и серебряным светом, и практически вся платформа была залита золотыми молниями и серебряным пламенем. Взрыв мерцающего света заставил зрителей отвернуться, когда во всех направлениях раздались взрывы ударных волн. Каменная платформа сильно содрогнулась, и по поверхности серебристого светового барьера над головой побежала рябь, словно она вот-вот должна была треснуть. У всех зрителей-культиваторов резко перехватило дыхание, увидев это. Первая атака Хань Ли была намного мощнее, чем они ожидали, и выражение лица старейшины Гоу слегка изменилось, когда он сразу же щелкнул пальцами по воздуху, бросая серию заклинательных печатей на окружающие каменные колонны. Эти заклинательные печати превратились в полосы света, которые мгновенно исчезли в колоннах, а столбы света, исходящие от вершин колонн, стали примерно в 2 раза толще, чем раньше, укрепляя световой барьер. Так что он стал таким же прочным, как и был изначально. В результате каменная платформа также мгновенно восстановила свою устойчивость. Спустя несколько мгновений мерцающий свет, охватывающий всю каменную платформу, наконец исчез, и снова появились Хань Ли и мастер Лазурный дракон. Руки Хань Ли были сцеплены в бесстрастной манере, и он все еще завис в том же месте, что и раньше. А вот мастер Лазурный дракон спустился на каменную платформу. Пятицветный световой барьер перед ним исчез, оставив после себя только потрепанную белую книгу. В то же время обе его кисти также значительно потускнели и, казалось, потеряли большую часть своей духовной природы. Что касается самого мастера Лазурного дракона, он выглядел совершенно невредимым, но его лицо стало довольно бледным, и было ясно, что Хань Ли имел абсолютное превосходство. Буддийский монах Цзинь Юэ и старейшина Гэу не могли не обменяться взглядами, увидев это, и оба они увидели собственное удивление, отражающееся в глазах друг друга. Они знали, что Хань Ли должен был быть более могущественным, чем мастер Лазурный дракон, но для них все равно стало настоящим шоком то, что он смог заставить мастера Лазурного дракона спуститься на землю всего одной атакой. Они не могли не задаться вопросом, действительно ли Хань Ли был таким непостижимо могущественным, или мастер Лазурный дракон был просто слишком слаб? Хань Ли холодно усмехнулся, взмахнув рукой в воздухе, и поблизости вспыхнули пространственные колебания, после чего бесчисленные маленькие лазурные мечи появились из ниоткуда, прежде чем лететь обратно в его тело. Он одержал верх во время последней схватки, но гигантский лазурный меч был разбит, и он не собирался использовать свои летающие мечи для второй атаки, поэтому, естественно, восстановил их все. Сразу после этого он сделал ручную печать, и его тело начало резко увеличиваться в размерах, когда на его коже появился слой золотого меха. В мгновение эка он превратился в гигантскую золотую обезьяну ростом в несколько десятков футов. Гигантская обезьяна выглядела чрезвычайно угрожающе, и она издала громоподобный рев, ударив себя кулаками в грудь, а затем увеличилась еще больше до нескольких сотен футов в росте. Он повернулся к мастеру Лазурному дракону с леденящим кровь взглядом, и выражение лица мастера Лазурного дракона слегка изменилось, прежде чем он яростно закричал. «Ты думаешь, что ты единственный, кто владеет техникой трансформации? Попробуй моего Лазурного дракона». Аватар. Как только его голос затих, он положил руку на макушку, и столб лазурного света вырвался из его головы, прежде чем превратиться в проекцию Лазурного дракона. Затем он провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить 7 маленьких черных мечей, и все они вонзились в различные части его тела, как молния. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы извергнуть 7 шаров эссенции крови, и все они исчезли в 7 мечах. В следующее мгновение 7 мечей исчезли, но бесчисленные алые нити внезапно вырвались из всего его тела, мгновенно обернувшись вокруг проекции Лазурного дракона, прежде чем резко потянуть ее вниз. Проекция Лазурного дракона мгновенно объединилась воедино с мастером Лазурным драконом, и он издал низкий рев, когда лазурные чешуйки появились на его конечностях и лице. Белый свет вспыхнул над его головой, и появилась пара зеленых рогов, а из его спины вырос гигантский лазурный хвост. В мгновение эка он превратился в монстра-полудемона. Я слышал, что Даос Лазурный дракон был полудемоном, так что эта трансформация не так уж примечательна. Но что это за техника трансформации, которую использует уважаемый Хань? С любопытством спросил буддийский монах Цзинь Юэ. Это не похоже на обычную технику трансформации.
Может быть, уважаемый Даос Хань также обладает истинной духовной кровью, предположил старейшина Гау. Это звучит не очень правдоподобно. Уважаемый Даос Хань — вознесенный культиватор, а истинные духи вымерли в течение бесчисленных лет в низших царствах. Он никак не мог унаследовать истинную родословную духов, качая головой, сказала фея Серебряной Луны. Возможно, уважаемый Даос Хань получил кровь духа после восхождения в царство духов. В любом случае, следующая атака определенно будет намного более мощной, чем предыдущая. Уважаемый Даос Гау, сможет ли ваше ограничение выдержать удар? Обеспокоенно спросил буддийский монах Цзинь Юэ. Уверяю вас, уважаемый Даос, никаких проблем не будет, уверенно ответил старейшина Гау. Я очень на это надеюсь. Буддийский монах Цзинь Юэ был явно менее уверен в себе, но не стал форсировать ситуацию и замолчал, когда на его лице появилась кривая улыбка. В этот момент в дело вступила гигантская золотая обезьяна. Она сделала хватательное движение своими гигантскими пушистыми руками, и в каждой из его рук появился шар духовного света. Затем шары духовного света превратились в пару небольших гор, одну черную и одну лазурную, и было ясно, что это необычайные сокровища. Хань Ли издал оглушительный рев, прежде чем яростно швырнуть пару небольших гор вниз, и раздался взрывной грохот, когда горы превратились в две полосы света. Пространство перед двумя полосами света сильно исказилось, и раздался пронзительный свистящий звук, когда горы мгновенно появились прямо над мастером Лазурным драконом. Два огромных взрыва невидимой силы обрушились на мастера Лазурного дракона, и воздух тут же сжался вокруг него, обездвиживая его в процессе. Он, естественно, очень встревожился этим и тут же издал громкий рев, при котором из его тела вырвался яркий лазурный свет. Все его волосы также мгновенно встали дыбом, и взрыв огромной силы вырвался из его тела, позволив ему восстановить свою подвижность. Сразу после этого он злобно протянул свои драконьи когти к паре спускающихся гор. Среди всех настоящих драконов физическое мастерство Лазурного дракона входит в тройку лучших. Этот его аватар Лазурного дракона не мог сравниться с настоящим Лазурным драконом, но из-за присутствия родословно Лазурного дракона в его теле его физическая конституция была намного сильнее, чем у среднего человека. Мало того, что все его тело было таким же решительным, как сокровище высшего сорта. После активации своей истинной родословной дракона он мог получить часть огромной силы Лазурного дракона. Однако в тот момент, когда его когти коснулись пары гор, он тут же пожалел о своем решении. Он думал, что его когти смогут превратить пару гор в щебень, но вместо этого горы разбили его когти.